Когда массивный горбатый кит неожиданно приблизился к группе дайверов у побережья Сан-Франциско, все замерли в страхе, недоумевая, что происходит. Этот величественный питомец, который обычно держится подальше от людей, казался взволнованным и растерянным. Это 15-метровое животное явно испытывало стресс и не проявляло намерения уплыть, что казалось совершенно необычным для этих осторожных морских гигантов. В такие моменты даже самые храбрые дайверы испытывают страх перед мощью природы. Джеймс, опытный дайвер с 20-летним стажем, осознанно рискнул подойти к киту, заметив что-то необычное в его глазах. Эти большие глаза, полные отчаяния и страдания, казалось, умоляли о помощи. Но когда он осмелился протянуть руку к этому огромному существу, способному разбить их лодку одним ударом хвоста, реакция кита поразила всех присутствующих. Тем утром воды Тихого океана были особенно спокойными, почти умиротворяющими. Джеймс Уоррен, профессиональный дайвер с 20-летним опытом работы, проводил рутинный мониторинг прибрежных вод вместе со своей командой волонтеров. Это была обычная рабочая смена, но за годы работы в океане он видел множество потрясающих вещей. И то, что произошло в тот день, навсегда изменило его понимание морских гигантов и их чувств, углубив его связь с природой. Команда заметила первые признаки необычного поведения горбатого кита примерно в 9 часов утра. Это величественное животное, чье присутствие в этих водах обычно было привычным и спокойным, проявило явные знаки дистресс с момента, когда появилось в их поле зрения. Его движения выглядели сдержанными, неестественными для этих грациозных морских существ, известных своими впечатляющими прыжками и способностью выполнять сложные воздушные акробатики. Как только наши глаза встретились, я почувствовал что-то необъяснимое, вспоминает Джеймс. В его глазах я увидел не просто страдание, но и осознанный крик о помощи, который говорил о безысходности. Такой взгляд невозможно забыть или перепутать с чем-либо другим. Это был взгляд, наполненный надеждой и тоской. Казалось, что передо мной не просто животное, а разумное существо, способное осознавать свою ситуацию и безнадежно искать помощи у людей. Подойдя к киту, команда незамедлительно обнаружила истинную причину его странного поведения. Сожаление охватило их, когда они поняли, в каком ужасном положении оказалось это чудо природы. Оборудование. Это морское гигант оказалось запутанным в сложной паутине рыболовного снаряжения, канатов и цепей, прикрепленных к массивному якорю весом около 1,5 тонн. Этот смертельный груз медленно тянул животное вниз, ограничивая его движение и вызывая сильную боль. С каждым движением канаты глубже врезались в кожу кита, оставляя болезненные раны. Современные исследования подтверждают, что горбатые киты обладают высокоразвитыми интеллектуальными способностями и наделены способностью к эмоциональному взаимодействию. Исследования показывают, что их мозг имеет специализированные области, совершенно аналогичные тем, что отвечают за эмоции у людей и приматов. Эти удивительные существа способны запоминать человеческие лица, различать цвета и даже проявлять признаки культурного поведения, передавая определенные навыки из поколения в поколение, демонстрируя удивительное понимание своего окружения. Операция по спасению началась с установления доверия. Джеймс, прекрасно понимая риск подхода к сладостраданиями паническому киту, весом более 60 тонн, уверенно и осторожно поплыл к животному. «Я здесь, чтобы помочь», — сказал он нежно, прикасаясь рукой к массивному телу кита, спасая его от неминуемой смерти. «Это может немного больно, но мы сделаем все возможное, чтобы освободить тебя». Удивительно, но кит, способный перевернуть небольшую лодку одним движением хвоста, оставался неподвижным, как будто понимая, что его жизнь зависит от этих странных существ, которые проявили человеколюбие, оказав ему помощь в трудные времена.
Следующие 5 часов стали настоящим испытанием для всей команды, проверяя их физические и эмоциональные силы. Работа осложнялась не только весом и запутанностью снаряжения, но и необходимостью действовать с предельной осторожностью, чтобы не нанести вред животному. Каждое освобожденное звено требовало колоссальных усилий, и каждое мгновение напряженного ожидания добавляло давление. Соленая холодная морская вода затрудняла работу, и течения постоянно пытались унести дайверов в сторону. Особенно сложным было извлечение канатов изо рта кита. Процедура, требующая абсолютного доверия с обеих сторон. Руки. Когда я впервые засунул руку в рот кита, чтобы вытащить застрявший там канат, мое сердце колотилось как сумасшедшее, вспоминает Джеймс, отмечая, насколько это было рискованно. Но кит, казалось, понимал, что я пытаюсь помочь. Он держал рот открытым ровно настолько, чтобы не причинять мне неудобства, и даже, казалось, пытался помочь мне, слегка двигая своим языком. Самое удивительное было в том, что кит, очевидно, понимал наши намерения, рассказывает один из волонтеров. Он терпеливо позволял нам работать над его освобождением, старательно дожидаясь завершения операции. Команда работала сообща, так как требовалось согласие и доверие с обеих сторон. В такие моменты становилось ясно, что перед нами не просто крупное морское животное, а существо с высоким уровнем интеллекта и способностью к эмпатии. После 5 часов изнурительной работы последняя веревка была снята, и команда с облегчением вздохнула, зная, что момент свободы стал кульминацией этой удивительной истории. Но то, что произошло дальше, превзошло все ожидания спасателей и стало важным свидетельством замечательной природы этих морских гигантов. Наконец, лишь обретя возможность свободно двигаться, кит не спешил уплывать сразу же. Вместо этого он начал описывать плавные восьмерки вокруг команды спасателей, движение, которое биологи часто интерпретируют как выражение радости у китов. Его движения были полны грации и легкости, и казалось невероятным, что всего несколько минут назад это же существо было практически обездвижено тяжелыми цепями. Тогда произошло нечто, что заставило даже самых опытных морских специалистов замереть от удивления и восторга. Горбатый кит приблизился к Джеймсу и нежно коснулся его своим массивным телом, словно питомец, ищущий тепла и любви. Этот момент взаимодействия между человеком и китом продлился всего несколько секунд, но его эмоциональное воздействие на всех присутствующих оказалось незабываемым. В тот момент я понял, что стал свидетелем чего-то поистине уникального. «Щемящее сердце», вспоминает Джеймс. Это было не просто выражение благодарности, это был момент истинного понимания между двумя совершенно разными видами живых существ. В глазах кита я мог прочитать осознанное выражение признательности, которое не могло быть перепутано с чем-либо иным. Эта история не только демонстрирует горбатых китов как животных с выдающейся эмоциональной глубиной, но и поднимает важные вопросы о нашей ответственности перед морскими жителями, с которыми мы делим эту планету. Каждый год тысячи морских животных становятся жертвами человеческой небрежности, запутываясь в заброшенных рыболовных снастях, страдая от загрязнения океана пластиком и химикатами. Получается, что их жизнь оказывается в руках человека. Сегодня эта история продолжает вдохновлять людей по всему миру, напоминая нам, что океан полон удивительных существ, способных не только на сложные эмоциональные переживания, но и на истинную благодарность. Возможно, именно такие истории помогут человечеству понять необходимость сохранения этих замечательных животных для будущих поколений, ведь в нашем стремлении к пониманию и заботе скрыта надежда на сохранение их удивительного мира и возможности взаимодействия. И, как мы видим на примере Джеймса, это может иметь невероятные последствия, которые изменяют не только судьбы самого животного, но и сердца людей, которые становятся свидетелями этих потрясающих событий.